Война. День 294. Ситуация на фронтах. Воздух. Сегодня Россия нанесла очередной удар с помощью иранских беспилотников «Шахед-136». Целью были энергетические объекты. На утро сообщают о 13 сбитых из 13 выпущенных дронов. Тем не менее, обломки попали по жилым домам. Дроны также сбивают украинские истребители, хотя это делать довольно сложно, ввиду малых размеров и небольшой скорости БПЛА. Радары МиГ-29 плохо их обнаруживают и путают с птицами. С крылатыми ракетами в этом плане сильно проще, так как те своей скоростью выделяются на фоне всего окружения, и РЛС проще ее идентифицировать. Север. Продолжается нагнетаться обстановка на границе с Белоруссией, где отмечается переброска белорусской армии к границе Украины, а также наличие тактических знаков на технике в виде красного квадрата, что должно означать скорое вступление их в бой. Вероятно, это все делается в рамках информационной операции для запугивания украинцев и сковывания части войск на этом направлении. Имеющихся там сил у РФ и Беларуси недостаточно для осуществления прорыва и повторения хотя бы февральских достижений. Восток. Согласно британской разведке, часть линии фронта от границы до Сватово в настоящее время удерживается первой гвардейской танковой армией. Она была полностью разгромлена за первые 7 месяцев войны и восстановлена с помощью мобилизованных резервистов за последние 2 месяца. И сейчас в ее составе порядка 500 танков и до 20 тысяч военнослужащих. Район Сватово в настоящее время удерживается сильной концентрацией подразделений ВС РФ, сформированных резервистами. С севера на юг сюда входят 2-я гвардейская мотострелковая дивизия, 4-я танковая, 47-я танковая дивизия, а также 2 мотострелковые бригады при поддержке 1 ракетной бригады. Район Кременной удерживает 144-я мотострелковая дивизия, усиленная 3-й бригадой спецназа, 3-й мотострелковой дивизией и 208-м полком ЛНР. В последние дни им удалось вынудить части 25-й и 95-й десантно-штурмовых бригад отступить из Червонопопівки. Видимо, ЗСУ придется искать другой путь в этот город. На правом берегу Северского Донца уже 3 дня россияне ведут непрерывные атаки на Белогоровку. Ожесточенные бои идут за Бахмут, который россияне планомерно разрушают. Город тем временем удерживается частями 71-й егерской, 4-й бригад быстрого реагирования, 58-й моторизованной, 112-й и 241-й бригады ТРО, а также 2 чеченских батальонов Джохар Дудаев и Шейх Мансур. Все при поддержке 44-й артиллерийской бригады. Батальон Кастуса Калиновского все еще здесь, но грузинский легион, похоже, был выведен из строя после значительных потерь во время атаки Вагнера к югу от города в конце ноября. Также были выведены 30-й и 93-й механизированные бригады, по крайней мере с первой линии обороны. По сути, это означает, что ЗСУ не просто усилили, а полностью заменили свои потрепанные части на этом участке. За последние 2 недели россияне сосредоточились на пересечении открытой местности к востоку от города и в настоящее время атакуют Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока. Имеются противоречивые сведения о том, удалось ли им закрепиться на восточной окраине и выйти на улицу Федора Максименко на юго-востоке. Судя по всему, при ротации ЗСУ отошли примерно на 200 метров на востоке и примерно на 100 метров на юго-востоке. Тактика россиян сейчас следующая. Сначала спецназ пытается найти слабые места в украинских позициях и, найдя, направляет туда волны мобилизованных. И каждый раш сергов поддерживается ударами с воздуха и обильной артиллерийской поддержкой. Такой навалой им удается понемногу продвигаться, не считая своих потерь. Южнее россияне атакуют в районе Клещивки и западнее Курдюмовки. Дальше тяжелые бои в районе Авдеевки, в особенности за Первомайское. Но там украинские защитники довольно крепко держатся. Городские бои продолжаются в Марьинке. Юг. В последние дни отмечается большое количество ударов ракетами GMLRS по российским складам и местам базирования в районе Мелитополя. Также был подорван путепровод возле города, по которому осуществлялось снабжение.
Вероятно, взрывчатка была заложена под опору. Россияне продолжают обстреливать жилые дома Херсона, убивая там мирных жителей. Видео сделано на основании отчета австрийского аналитика Тома Купера и многочисленных карт, ссылки на которые есть в описании. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, подпиской и также шером в своих социальных сетях.